Сегодня в выпуске BTS получили очередной золотой сертификат, а Чимин, РМ и Джин завоевывают мировые чарты. J-Hope порадовал фанатов свежими фотографиями, а один из участников BTS исполнит ост к Дораме. В то же время Чимин и Чонгук доминируют в итоговых чартах Billboard. Рекорды победы и достижения у G-Dragon, Rosé, AT, Stray Kids, ENHYPEN, Blackpink и не только. Концертные новости при участии Kepler, Stray Kids, Onyu и Тэминой Shiny и не только. YouTube-канал Тэмина закрыт из-за попыток взлома, в дело вмешивается полиция. Подражатель Лухана задонатил артисту огромную сумму денег во время прямого эфира, а Хонки из FT Island делится чувствами и эмоциями на фоне текущих скандалов. Участник Вона освобожден от военной службы из-за проблем с психикой, а Соджанг не желает платить Канданиэлю и подает апелляцию. New Jeans создали новый аккаунт и вообще продолжается много чего интересного, в том числе из Aidor уходят сотрудники в большом количестве. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 211. Как обычно, все ссылки на экране. Милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите письма. Boosty Donation Alerts для тех, кто хочет поддержать каналы и выход роликов стабильный, Telegram, чтобы не теряться. Волшебные иероглифы обновились пару выпусков назад, и в прошлом уже не помню. В общем, там новая информация, которую вы можете почитать и посмеяться, ведь те, кому нужно это читать, все равно читать не умеют. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем. Поехали! Итак, как обычно, в начале что-нибудь потяжелее, у нас тут и New Jeans, они создают новый аккаунт, где, когда, почему и зачем, давайте разбираться. New Jeans, а именно Минджи, Хани, Даниэль, Кэрин и Хиин поделились первым обновлением в новом аккаунте в социальной сети. 14 декабря New Jeans опубликовали серию постов в своем аккаунте под названием Jeans for Free. В этот день группа опубликовала в новом аккаунте 4 видео подряд, впервые обратившись к своим фанатам. Даниэль и Хани первыми заверили, цитата, «Это действительно мы, и мы будем здесь жить», пообещав поддерживать связь с поклонниками. Участницы также призвали фанатов тепло одеваться, заботиться о своем питании и избегать болезней в зимний сезон. Минджи добавила, как странно, давно ничего такого не делала, очень скучала по вам, в Корее сейчас очень холодно, да? Мы подготовили для вас теплую еду, так что обязательно позаботьтесь о себе и хорошо поешьте. Даниэль продолжил, выразив поддержку. Все тепло одевайтесь, не болейте и хорошо питайтесь. Хиин отметила, мы видим, как Баннис, многие старшие айдолы и их поклонники прикладывают усилия и объединяются. Мы искренне вас поддерживаем, мы сделали это, чтобы хоть немного вам помочь. Закончила Минджи, добавив, многие нас поддерживают и переживают, но мы сильные, настоящая сила, мы скоро снова появимся, так что ждите нас, с улыбкой заверила она. Предполагается, что New Jeans создали новый аккаунт из-за конфликта, возникшего после объявления о расторжении эксклюзивного контракта с Aidor, и решили не использовать аккаунт, ранее находившийся под управлением компании. Посмотрим, куда нас это приведет. Тут же накануне рождественские праздники, может быть, какие-то чудеса случатся, а может быть, чудес не бывает. Двигаемся дальше. Далее реакция фанатов на то, что New Jeans создали новый аккаунт, давайте подробней. Недавно New Jeans создали независимый от Aidor аккаунт Jeans for Free, что вызвало обсуждение о возможном изменении названия группы на Jeans. Поклонники отметили, что новое имя отражает связь с поколением Z, подчеркивая современность и близость к молодежи. Международные фанаты активно обсуждают эту идею, они считают, что отмена New и добавление Z делает название актуальным и трендовым. Цитата. Из названия New Jeans убрали New и добавили Z, чтобы оно звучало как Gen Z. Благодаря этому оно остается новым и модным. О, команда Jeans, мы вас любим. Другие подчеркивают, что название символизирует молодежный дух. New Jeans можно интерпретировать как новое поколение, а Jeans как Gen Z, особенно если речь идет о творческой группе. Ну и другие комментарии. Мне нравится в этом абсолютно все. Ого, это довольно мило. А мне правда нравится Jeans. Вау, да так круто. Jeans. Такое милое название. А так они все-таки меняют название? У меня тоже первая ассоциация была с Gen Z. А что, действительно новый аккаунт? Лично мне Jeans кажется красивее, чем New Jeans. Что вы думаете по поводу гипотетического предполагаемого изменения названия? Если они поменяют вдруг его на такое, пишите в комментариях. Но я думаю, что скорее всего пока никаких изменений не произойдет. Будут они бороться, думаю, за бренд New Jeans. И двигаемся дальше. И третья новость, связанная с аккаунтом New Jeans новым, и кроме того, у Aidor потери, давайте подробней. Возвращение New Jeans вызвало огромный резонанс, уже за первые сутки количество подписчиков их нового аккаунта превысило 2 миллиона и 400 тысяч человек. Даже звезды проявили интерес к их возвращению. Бейсболист команды Kia Tigers Ким До Йон опубликовал у себя в соцсетях видео, где Хани исполняет виндап позу, это подготовка к броску, и благодарит его словами. «Спасибо вам, До Йон Ним.
Ким До Йон подписал это видео. Просто невероятно! Ранее, 30 ноября, он выражал свою преданность Хане, исполнив ее выступление «Синий коралл» на V12 Tigers Fan Fest в токийском куполе, которая была приурочена к 12-й победе его команды. Актриса Шим Ин Гён также отметила аккаунт New Jeans, написав: «Фраза, которую повторяю каждый день. Я так благодарна. Спасибо большое. Я так счастлива. Буду стараться жить еще лучше». Она опубликовала скриншот комментария участников группы, в котором они поблагодарили ее. Шим Ин Гён добавила: «Я до сих пор помню, как на фан-митинге в Токио Хани плакала, а я кричала: Хани, не плачь!» На это Хани ответила: «Кажется, я тогда услышала ваш голос». Даже Мин Хи Джин, бывшая гендиректор Эйдор, выразила свою поддержку, отметив лайком посты участников. На фоне начала новой главы в жизни New Jeans в компании Эйдор разразился кризис. По словам источников, многие сотрудники, сопровождавшие группу на ее мероприятиях в Японии, ушли из компании. Некоторые из них опубликовали фото подарков и написанных от руки писем от участниц группы. Эти сотрудники ранее упоминались в заявлении от New Jeans после подачи иска против Эйдор. Тогда участницы группы заявили, что компания пыталась изъять телефоны сотрудников под предлогом внезапной проверки, что довело их до слез. Один из сотрудников обвинил Эйдор в том, что его заманили на встречу и насильно удерживали, требуя отдать ноутбук и телефон. Однако компания заявила, что сотрудник пытался заключить контракты между участницами группами и рекламодателями в обход компании, что является серьезным нарушением. Эйдор пообещала предпринять юридические меры. New Jeans утверждает, что 29 ноября их контракт с Эйдор официально расторгнут. По их словам, компания нарушила обязательства по защите артистов, что дало им право прекратить сотрудничество без выплат неустойки. Но пока решения суда никакого нет, я думаю, Эйдор свою главную дойную корову, будем называть это так, мы что все-таки в мире бизнеса с вами, шоу-бизнеса, поэтому да, дойная корова в виде New Jeans никуда просто так не уйдет и будут их держать до последнего. Вон они уже были готовы на любые компромиссы, только заткнитесь и работайте. Примерно так эти компромиссы звучали. Посмотрим, к чему нас это всех приведет, не занимаем ничью сторону и наблюдаем. Двигаемся дальше. Клевета, выдуманные новости, слухи и прочее, многое это знакомо людям под никнеймом Соджанг. И вот данный YouTube-блогер отказывается платить штраф Канданиэлю и подает апелляцию. Давайте подробнее. Ютубер Соджанг, известная благодаря вредоносным видео о звездах кей-поп, подала апелляцию на решение суда, согласно которому она должна выплатить $20 900 в качестве компенсации певцу Канданиэлю, сообщает местные СМИ. Как сообщил в понедельник СМИ Newzis, апелляция была подана 12 декабря в Центральный районный суд Сеула 35-летней ютубершей, известной по фамилии Пак. Решение суда было принято 27 ноября. Сообщается, что до того, как Соджанг подала апелляцию, Канданиэль подал апелляцию против Соджанг 11 декабря, сославшись на то, что приговор слишком мягкий по сравнению с ущербом, нанесенным ютубером. Ранее певец подал отдельный иск на 100 миллионов вон, назвав это основной мерой по защите невинных жертв и предотвращению повторения подобных инцидентов. Кан подал иск после того, как в том же месяце на уголовном слушании с ютубера был взыскан штраф в размере 10 миллионов вон, после того, как прокуратура предъявила Пак обвинение в клевете на певца Кана. Штраф 3 раза превысил сумму в 3 миллиона вон, которую изначально запрашивали прокуроры. Пак загрузила несколько видеороликов, содержащих ложные слухи о звездах кей-поп, особенно об их личной жизни или пластических операциях. Один из них был озаглавлен, цитата, «Распутная личная жизнь корейского айдола-сердцееда» в 2022 году, в котором фигурировал вышеупомянутый артист. Ютубер ожидает рассмотрения апелляции по другому делу после того, как в декабре прошлого года суд встал на сторону Чан Вонён и Заев, обязав Пак выплатить 100 миллионов вон в качестве компенсации ущерба, а также проценты. В марте Ви и Чонгук из бойсбенда BTS подали гражданский иск против ютубера. В общем, за что боролись, на то и напоролись. Вот такая вот карьера у тех, кто занимается тем, чем занимается Соджанг. Поэтому, возможно, большие охваты не самое главное, ведь в конце концов потом они могут привести тебя на скамью подсудимых. А мы с вами двигаемся дальше. Участник группы Вона освобожден от военной службы из-за такой не очень приятной причины. Давайте подробнее. Хисон, он же Пак Хисон, участник мужской группы Вона, был демобилизован из-за проблем с психическим здоровьем. 16 декабря агентство Clap Entertainment объявило через официальное фан-кафе группы: Хисон будет уволен с военной службы 16 декабря по медицинским показаниям. Агентство объяснило. Как уже упоминалось ранее, спустя 2 недели после поступления в тренировочный лагерь Хисон был отправлен в госпиталь вооруженных сил Тэджона из-за ранее существовавшего панического расстройства и проблем с психическим здоровьем. После тщательного обследования было установлено, что он не может продолжать обычную военную службу и нуждается в постоянном лечении. В результате он был демобилизован, то есть фактически освобожден от военной службы, спустя 2 недели после ее начала. Они продолжили. Мы искренне извиняемся за то, что вызвали беспокойство у поклонников этой внезапной новостью. Мы полностью понимаем тревогу фанатов о Хисоне, но просим вас проявить понимание, поскольку мы не можем поделиться дополнительной информацией, помимо той, что уже была предоставлена. Мы продолжим делать все возможное, чтобы Хисон мог сосредоточиться на своем лечении.
Изначально Хисон отправился в тренировочный лагерь для прохождения действительно военной службы 4 ноября. Но проблемы с психическим здоровьем, включая паническое расстройство, привели к его госпитализации и в конечном итоге увольнению из армии. Стоит напомнить, что Хисон дебютировал в качестве участника ВОНа в 2019 году и завоевал любовь фанатов после победы на шоу JTBC Peak Time в прошлом году. Будем надеяться, что у артиста все будет хорошо, хотя панические атаки и психические расстройства не лечатся вот так вот по щелчку пальцев. Хотя хотелось бы, конечно. Да, здоровье, двигаемся дальше. А далее у нас группа Виктон, еще 2 человека покидают агентство, давайте подробней. Сэншик и Сиджун из Виктон официально покинули IST Entertainment. 17 декабря агентство опубликовало заявление, сообщив об истечении контрактов 2 айдолов. Они стали последними участниками группы, покинувшими IST Entertainment. И, конечно же, официальное объявление, которое у всех как под копирку, я просто в 2 словах озвучу. Здравствуйте, это компания, вот у нас артисты уходят, но уходят по обоюдному согласию, мы будем их поддерживать, и вы тоже любите их, целуем всех, пока. И теперь все участники Виктон официально покинули IST Entertainment. Все, вот такая вот история. Ну, группа не распалась, и хорошо, двигаемся дальше. А далее у нас участник FT Island Honky делится своими мыслями касаемо всего, давайте подробнее. 14-15 декабря в международном выставочном центре Макухари Мессе в Японии состоялся масштабный семейный концерт 2024 FNC Kingdom, организованный компанией FNC Entertainment. Мероприятие отличается от обычных сольных выступлений грандиозным шоу с впечатляющими номерами и разнообразными программами, что делает его уникальным. Группы FT Island и CN Blue, воу, прекрасный состав, открыли и закрыли концерт, подтвердив свою популярность как первопроходцы корейской волны. Перед началом FNC объявили, Чве Минхван не примет участие в этом мероприятии, поэтому его на сцене не было. FT Island начали с мощного исполнения песни Pray и исполнили еще 6 треков, включая Stay What You Are и Orange Days. CN Blue представили утонченное выступление, исполнив 7 песен, включая A Sleepless Night и In My Head. 15 декабря Honky оставил трогательное сообщение в своем личном аккаунте, цитата. «Сегодня был день, когда мы нашли утешение в друзьях. Спасибо, что ваши голоса были громче наших. Я действительно счастлив. Сотрудники нашей компании очень старались. Пойду праздновать». Он также публиковал несколько фотографий с мероприятия. Этот пост не только отражает атмосферу единства и поддержки, царившую на концерте, но и, по мнению фанатов, является тонким намеком на его отношение к ситуации с Минхваном. Кстати, вроде, если я не ошибаюсь, пару выпусков назад я рассказывал, что его признали невиновным, и... Ну, отмена, она такая, да. Honky показал, что несмотря на обстоятельства, он готов поддержать своих коллег и друзей, а музыка остается для них связующей силой. Несмотря на трудности, Honky продолжает проявлять стойкость, сосредотачиваясь на музыке и поддержке своих поклонников. Минхван находится в творческом отпуске из-за обвинений, выдвинутых его бывшей женой Юльхи. Она заявила, что во время их брака он посещал сомнительные заведения и сексуально домогался ее в присутствии его родителей, а также предоставила записи, указывающие на возможную связь с путанами. Эти обвинения вызвали общественный резонанс, и пользователи интернета подали петиции с требованием расследовать предполагаемые нарушения Минхваном. Недавно, 29 ноября, полиция завершила расследование, решив не передавать дело в прокуратуру из-за недостаточных доказательств нарушения закона о наказании за проституцию и обвинения в насилии. Ну и дальше там извинения Минхвана, цитируется, собственно, он извинился. Грубо говоря, возможно, бывшая жена оклеветала артиста, а вот так, кто жертва, тот и прав. Но в любом случае будем надеяться, что группа FT Island будет существовать и дальше, цвести и пахнуть. Двигаемся дальше. А далее у нас интересная новость про бывшего участника группы EXO Лухана. Ему задонатили много денег, причем задонатил его двойник. Давайте подробнее. Китайский певец и актер Лухань, он же Лухан, бывший участник популярного кей-поп бойсбенда EXO, получил роскошные подарки на сумму 66 тысяч юаней от своего имитатора во время прямого эфира. Этот случай вызвал широкий резонанс в интернете. Лухань, успешно построивший сольную карьеру после ухода из EXO в 2014 году, имеет 63 миллиона подписчиков на платформе Weibo. Во время недавнего прямого эфира его состояние показалось зрителям подозрительным, он выглядел навеселе и говорил не совсем разборчиво. Чтобы развеять сомнения, Лухань вызвал своего двойника подтвердить его личность. На вызов откликнулся Лин Дейл, популярный блогер с До Юн, известный своим поразительным сходством с Луханем. В прямом эфире он преподнес 22 подарка стоимостью по 3000 юаней, каждый мгновенно став топ-фанатом трансляции. Лин Дейл, 24-летний блогер из провинции Хунань, прославился благодаря своим пародиям на пение и танцы Луханя. До популярности он работал в парикмахерской и магазине Bubble Tea. В 2022 году он вступил в группу ESO, собранную из интернет-знаменитостей, имитирующих участников EXO. Группа быстро обрела популярность, но была распущена из-за споров о нарушении авторских прав. К сожалению, такие веселые инициативы наказуемы. После распада коллектива Лин Дейл сосредоточился на прямых эфирах и продажах, где его доход достигал 5 миллионов юаней в месяц. В
Вскоре он основал собственную компанию, которая за год заработала 138 миллионов юаней. Жест Линдейла поклонники Лухани с иронией окрестили налогом копии, подразумевая, что имитатор как бы расплатился за использование образа звезды. В своем видео Лин назвал Лу своим благодетелем, поблагодарив его за то, что именно благодаря Лу он стал знаменитым. Сам Лухань пока никак не прокомментировал произошедшее. И на данный момент артист остается одной из самых влиятельных фигур китайской поп-музыки и удерживает статус суперзвезды, но такая забавная история. На стриме кинули известному артисту много деньгов. Повод для радости, главное, чтобы налоги с них заплатил, а то партия не дремлет. И мы двигаемся дальше. Итак, в прошлом выпуске мы с вами обсуждали возможное шоу G-Dragon. Короче, шоу состоится, давайте подробнее. Долгожданное развлекательное шоу с G-Dragon из Big Bang Good Day подтвердило свою трансляцию на MBC. Good Day — это новый музыкальный проект под руководством Ким Тэ-Хо, режиссера Infinite Challenge, в котором G-Dragon сотрудничает с разными людьми из различных сфер, чтобы создать песню года. JD возьмет на себя роль продюсера, превращая истории этих людей в музыку и представляя процесс как реалити-шоу. Эта программа возникла из идеи, предложенной самим G-Dragon, что привлекло еще больше внимания. Участник Big Bang, который возобновляет свою деятельность после долгого перерыва, выразил особую привязанность к шоу. Вспоминая о мыслях, которые у него были во время перерыва, GD поделился, цитата: «Я до сих пор с теплотой вспоминаю дни, когда смотрел выступления певцов, которым я восхищался в детстве, а также пение и смех с участниками Infinite Challenge во время Infinite Challenge Song Festival». Он добавил: «Это путешествие началось с вопроса: что если мы создадим сцену для дня, которого все, возможно, будут ждать?» Также зрители проявили значительный интерес к гостям, которые присоединятся к Good Day. В частности, привлекает внимание воссоединение GD с Чон Хён Доном спустя 12 лет после их сотрудничества на Infinite Challenge Song Festival 2013. Кроме того, близкие друзья G-Dragon, включая Defcon, Чо Се Хо и Код Канст, встретятся с людьми из разных сфер, что добавит программе уникальную развлекательную ценность. Премьера состоится в первой половине 2025 года. Будет, видимо, интересно. G-Dragon, так сказать, мягко говоря, очень харизматичный человек и внимание умеет удерживать, поэтому, думаю, все получится. Двигаемся дальше. Ли Тэ-Мин, прекрасный артист, певец и участник группы Shiny. К сожалению, новость нерадостная, ему взломали канал настолько, что его закрыли. Давайте подробней. YouTube-канал Тэ-Мина из Shiny был закрыт после повторной попытки взлома. Агентство Idol BPM Entertainment опубликовало следующее заявление. Около 3 часов ночи 15 декабря на официальном YouTube-канале нашего артиста Тэ-Мина была обнаружена подозрительная активность, указывающая на очередную попытку взлома. После обнаружения инцидента мы немедленно предприняли действия по восстановлению и сопутствующие меры. Кроме того, утром 15 числа мы сообщили в YouTube об аккаунте предполагаемого взломщика и связанных с ним материалов. Однако по состоянию 13:00 16 декабря YouTube уведомил нас о своем решении удалить канал из-за нарушения правил сообщества. В настоящее время канал закрыт. Мы приняли все возможные меры для предотвращения подобных инцидентов, включая использование сложных паролей, двухэтапную аутентификацию и строгое поддержание безопасности. Несмотря на все усилия, произошла эта непредвиденная ситуация, и мы глубоко извиняемся за причинение неудобств и беспокойства фанатам. В настоящее время мы обсуждаем с YouTube быстрое решение и тесно сотрудничаем для выяснения фактов. Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить канал как можно скорее. Кроме того, из-за неоднократных попыток взлома канала Тэ-Мина на YouTube, мы подадим заявление в полицию и предпримем серьезные юридические действия. Мы просим вашего понимания относительно этой внезапной ситуации и приложим все усилия для скорейшего восстановления. Это не первый раз, когда Тэ-Мин сталкивается с такой проблемой. В сентябре этого года каналы нескольких артистов лейбла, включая Тэ-Мина, также были взломаны хакерами. Как вы видите, YouTube, несмотря на то, что это большие известные артисты, в том числе Тэ-Мин, со всеми поступает примерно одинаково. До выяснения мы вас блокируем. Это печально. Будем, конечно, надеяться, что материалы смогут восстановить. Ну, конечно, желательно канал бы тоже вернуть. Печально, в общем, печально. Мотивация тоже не ясна. Зачем это делать? Ладно, будем надеяться, что BPM Entertainment и Тэ-Мин это переживут. Двигаемся дальше. И концертные новости, которых сегодня какое-то немеренное количество, открывает Тэ-Мин. Давайте подробней. По данным агентства Тэ-Мина, билеты на его концерты в 5 крупных городах США, Нью-Йорке, Чикаго, Хьюстоне, Окленде и Лос-Анджелесе были распроданы сразу же после открытия продаж 15 декабря. Ранее в Sold Out ушли его шоу в Южной Америке и Европе, что еще раз доказывает глобальный охват и огромную популярность Тэ-Мина. Мировой тур Ephemeral Gaze начался в августе с выступления в Инчхоне, Южная Корея, с тех пор покорил публику в 10 азиатских городах, включая Куала-Лумпур, Тайбэй, Токио, Фукуоку, Бангкок, Гонконг, Джакарту, Сингапур и Манилу. Эти города так часто появляются в новостных выпусках, что я задумываюсь, возможно, стоит рассмотреть их как возможное место, куда съездить и посмотреть.
очень часто они появляются, вернемся к новости. Учитывая восторженный отклик поклонников, были объявлены дополнительные остановки в 14 городах по всему миру, включая Макао, Мехико в Мексике, Сан-Паулу в Бразилии, Сантьяго в Чили, Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Окленд и Лос-Анджелес, США, Хельсинки в Финляндии, Франкфурт в Германии, Лондон в Великобритании, Тилбург в Нидерландах и Париж во Франции. Тур Ephemeral Gaze получает высокую оценку за захватывающий сценический дизайн, потрясающие визуальные эффекты и сет-лист, полный лучших хитов певца, включая треки из его недавнего релиза Eternal. Выступление полностью раскрывает артистизм Тэмина, радуя поклонников по всему миру. Учитывая успех его первого сольного мирового тура, ожидания новых достижений Тэмина в будущем высоки как никогда. Вот такая вот история. У Тэмина в этом плане все очень хорошо. Если вы не поняли, почему все может быть плохо, это предыдущая новость, там где каналы мы снесли. А так, побольше сил и хороших шоу, двигаемся дальше. А далее у нас коллега Тэмина по цеху, это Онью, и у него тоже концерты, давайте подробней. У Онью и Шайни большие планы на начало 2025 года. 16 декабря по корейскому времени Онью выпустил потрясающее видео с планом продвижения, в котором объявил о графике своего предстоящего возвращения и сольного тура. Онью начнет Новый год с выпуска своего 4-го сольного мини-альбома Connection, релиз намечен на 6 января. Певец также откроет поп-ап кафе со 2 по 12 января в рамках продвижения нового релиза. После этого участник Шайни отправится в Японию, чтобы начать свой тур Onyu The Live Connection с концерта в Йокохама Арена 15 и 16 февраля. Затем он вернется в Корею для 3 концертов в Olympic Hall в Сеуле с 21 по 23 февраля. Тур также будет включать выступления в Тайбэе 6 апреля и в Макао 20 апреля. Ну что ж, удачных выступлений, Онью, счастья, здоровья, двигаемся дальше. Stray Kids зажгли сцену, но не волнуйтесь, огнетушители нести не нужно. Или нужно? Давайте подробней. Stray Kids успешно завершили свой концерт в столице Таиланда. Группа выступила на национальном стадионе в Бангкоке 14 декабря по местному времени в рамках своего мирового тура Dominate. Stray Kids вернулись с концертом в Бангкок спустя примерно 1 год и 10 месяцев после выступления в рамках 2-го мирового тура Maniac. Они открыли шоу мощным исполнением Mountains и своего мини-альбома 8. Затем последовали хиты, включая Thunderous, Backdoor, Chick Chick Boom, God's Menu, S-Class и многие другие. Публика была в восторге. На концерте также прозвучали сольные выступления каждого из участников с треками из их последнего релиза SKZ Hop Hip Tape Hop, выпуск которого состоялся 13 декабря. Участники группы продемонстрировали свою индивидуальность и креативность, исполнив песни, в написании и продюсировании которых они принимали участие, получив восторженные аплодисменты. Во время выступления на бис группа исполнила Star Lost, активно взаимодействуя с аудиторией. Stray Kids выразили благодарность своим поклонникам, известным как Stay, сказав, цитата, «Спасибо за теплый прием, мы продолжим усердно работать, чтобы наши Stay могли сиять еще ярче. Мы надеемся, что наш новый альбом Hop станет прекрасным подарком в конце года, и мы обещаем вскоре вернуться в Бангкок». После успешного выступления в Бангкоке Stray Kids продолжит свой тур в Джакарте 21 декабря и в Гонконге 18-19 января 2025 года. Начиная с марта группа отправится в масштабный стадионный тур по 20 городам в Латинской Америке, Северной Америке и Европе. Первоначально планировалось, что будет по одному шоу в каждом городе, но огромный спрос привел к добавлению дополнительных дат в ключевых местах, таких как Сантьяго, Сан-Паулу, Мехико, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон и Париж. Всего группа даст 48 концертов в 32 городах по всему миру. Пацаны вообще ребята, привет Фрирачи. Очень продуктивные, в общем, джентльмены, двигаемся дальше. Далее у нас Kep1er и их тур, давайте подробней. Kep1er отправляется в тур в следующем году. 16 декабря женская группа объявила даты и места проведения своего фан-концертного тура 2025 года Beyond the Star. После старта в Сеуле 15 и 16 февраля девушки выступят в рамках фан-кон-тура в Иокогаме 5 и 6 марта, в Макао 15 марта и в Тайбэе 6 апреля. В объявлении они также намекнули на дополнительные остановки, которые будут объявлены в скором времени. Между тем, группа вернулась с новым мини-альбомом Tip It Up 1 ноября, дебютировав в престижном американском чарте Billboard 200. Кроме того, недавно было объявлено, что Kep1er войдут в лайнап предстоящего фестиваля KBS Song Festival Global Festival 2024. Они выйдут на сцену 20 декабря в Kintex в Ильсане. И, пожалуйста, официальный постер. Ну что сказать. Девушкам крепкого здоровья и сил, концертов много. Двигаемся дальше. Treasure отправляются в первый тур, и давайте подробнее. Treasure собираются встретиться с фанатами в США в 2025 году. 17 декабря агентство YG Entertainment официально объявило, что мужская группа отправляется в свой первый американский тур Special Moment весной следующего года. Также были раскрыты остановки предстоящего тура. Ребята выступят в Нью-Йорке, Вашингтоне, округ Колумбия, Окленде и Лос-Анджелесе в апреле 2025 года. Более подробная информация, включая даты и площадки, будет объявлена позже. В YG заявили, североамериканские фанаты с нетерпением ждали выступлений Treasure. В ответ на эту любовь мы решили расширить масштаб тура.
Мы усердно работаем над созданием незабываемых выступлений, поэтому, пожалуйста, с нетерпением ждите этого. Этот тур является частью более широкой серии концертов Treasure, которая начнется в Южной Корее и охватит такие крупные рынки, как Япония и США. Ранее в YG объявили, что группа начнет тур с выступления 29-30 марта в Grand Peace Hall университета Кёнхи в Сеуле, после чего пройдут концерты в японских городах Хёго, Айти, Фукуоки и Сайтами, которые продлятся до мая. Ну что ж, группе Treasure всего хорошего, побольше, опять же, фанатов, и двигаемся дальше. Да, сегодня очень много концертных новостей, G-Friend, и у них тоже тур, давайте подробнее. G-Friend отпразднует десятилетие своего дебюта, отправившись в концертный тур. 17 декабря Source Music объявили, что после долгожданного возвращения в январе женская группа отправится в зарубежный тур. Начав с ранее объявленных выступлений в Сеуле, они отправятся с концертами в Осаку 9 марта, Якогаму 11 марта, Гонконг 14 марта и Тайбэй 29 марта. По данным Source Music, более подробная информация о туре будет раскрыта позднее. Между тем, в следующем месяце G-Friend совершат камбэк впервые за 4 года. После возвращения с предрелизным треком 6 января группа выпустит свой специальный альбом Seasons of Memories 13 января. Ну и тут несколько концепт-фото, девушки очаровательные. Хороших им выступлений и двигаемся дальше. Рубрику с рекордами, победами и достижениями открывают Чонгук и Чимин. Давайте подробней. Чимин и Чонгук из BTS продемонстрировали свое влияние на итоговых чартах Billboard за 2024 год. Согласно итоговым чартам, опубликованным 13 декабря американским музыкальным изданием Billboard, Чимин и Чонгук заняли позиции в ключевых категориях. В итоговом чарте альбомов Billboard 200 альбом Чонгука Golden занял 80 место, а второй сольный альбом Чимина Muse 200-е. Эти два артиста стали единственными кей-поп исполнителями, попавшими в этот чарт. Особенно выделился Чонгук, который занял самую высокую позицию среди корейских исполнителей как сольных, так и групповых. Также он занял 60 место в списке топ-артист, составленном на основе результатов чарта Billboard 200 и главного чарта песен Hot 100, что является лучшим результатом среди кей-поп исполнителей. Оба артиста попали во множество итоговых чартов, демонстрируя свою популярность. Первая сольная песня Чонгука Seven Feet Latte заняла 15 место в чарте Global 200 за главный трек альбома Golden Standing Next to You, 36-е, а песня Freddie вместе с Джеком Харлоу 129-е. Песня Чимина Who за главный трек альбома Muse расположилась на 106-й позиции, а Like Crazy из его первого альбома Face на 154-й. В рейтинге артистов Global 200 Artist Чонгук занял 14 место, а Чимин 44-е. Все 5 песен Чимина и Чонгука в чарте Global 200 также вошли в итоговый чарт Global, за исключением США. Песня Seven заняла 7 место, Standing Next to You 17-е, Freddie 78-е, Who 99-е, Like Crazy 112-е. В категории артистов Global, за исключением США, Чонгук занял 8 место, а Чимин 28-е. Тут еще много всего. Альбом Golden 9 место и Muse 46 место также попали в чарт Top Current Album Sales. В итоговом чарте, почему здесь везде пишут «на», тут нужно правильно писать «в итоговом чарте». В итоговом чарте Top Album Sales альбом Чонгука Golden оказался на 10-й позиции, что позволило ему занять 9 место в категории Top Album Sales Artist. В категории Digital Song Sales две песни участников BTS вошли в топ-10. Standing Next to You Чонгука заняла 5 место, а Who Чимина 9-е. Чимин с песней Who стал единственным кей-поп исполнителем, попавшим в итоговый чарт Streaming Songs 74 место. Кроме того, его альбом Muse занял 11 место в категории World Albums, а сам Чимин стал 6-м в категории World Album Artist. Антология BTS Proof заняла 12 место в категории World Albums, а BTS оказались на 10-й позиции среди World Albums Artist. Этот альбом остается в чарте World Albums уже 130 недель. Чонгук, в свою очередь, на церемонии Billboard Music Awards 2024, прошедшей 12 декабря, стал двукратным победителем, получив награды в категориях Top K-Pop Album и Top Global K-Pop Song. Последнюю награду он получает уже второй год подряд, в прошлом году за Seven Feet Latte, в этом за Standing Next to You. Огромная новость, очень много всего, я так понимаю, это итоги года тут подвели. Артистов, конечно, поздравляем, хорошей службы, счастья, здоровья, успехов и новых наград. Конечно же, это не конец выпуска, вы что думали, я отменю традицию? Вот эта бумажка все еще цела и здорова, и также целы невредимы вот эти прекрасные люди. Список бустеров на экране, спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, YouTube спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что, пока живы вы, я, светит солнце и луна. Далее Boosty, это не только ранний доступ, дополнительный контент и возможность писать в личку, но и прекрасная возможность поддержать выход этих роликов. Без бустеров он был бы невозможен, так что становись бустером прямо сегодня и будешь им завтра, потому что подписка минимум на месяц. Ха. Далее другие каналы, которые я тоже веду в одно лицо. Это MP-Tube, реакции, марафоны и прочие комментарии, связанные с музыкой, смотрите, изучайте.
Кому интересно, надеюсь, всем срочно перешли туда быстро после этого ролика, я кому сказал. Далее MP Entertainment, музыка, самый свежий трек на экране здесь нарисован. На момент, когда я вам записываю этот новостной выпуск, у меня вроде как уже вокальная дорожка записана, но я еще хочу поправить, в общем, на стримингах это будет явно позже, чем на ютубе. И Telegram, чтобы не теряться. Как обычно, это не конец видео, нет, мы с вами двигаемся дальше. А далее у нас много-много Розе, которая опять достигает достижения, давайте подробней. Розе из Blackpink отмечает рекордный сольный дебют в Billboard 200. 15 декабря по местному времени Billboard объявили, что Розе впервые вошла в чарт Top 200 Albums. Новый сольный альбом Розе «Рози» дебютировал на третьем месте Billboard 200, что сделало ее первой кей-поп-солисткой, сумевшей войти в топ-3 чарта. По данным Luminate, альбом Рози достиг в общей сложности 102 тысяч эквивалентных альбомных единиц за неделю, которая закончилась 12 декабря. Общий балл альбома состоял из 70 тысяч традиционных альбомных продаж, что сделало его третьим самым продаваемым альбомом недели в США, и 31 тысяча потоковых эквивалентных альбомных единиц, что соответствует 43,85 миллионам аудиостримов по запросу в течение недели. Альбом также собрал 1000 трековых эквивалентных альбомных единиц за первую неделю. Поздравляем Розе, счастья, здоровья, успехов и двигаемся дальше. Розе побила рекорд Чонгука в Billboard 200, давайте подробней. На этой неделе Розе из Blackpink установила несколько новых рекордов в чартах Billboard. По данным за неделю, которая закончилась 21 декабря, новая песня Розе Toxic Till the End из ее студийного альбома Рози дебютировала в Billboard Hot 100 на 90 строчке, что стало ее третьим стольным попаданием в чарт. Toxic Till the End присоединилась к песне коллаборации Розе и Бруно Марса APT, которая прочно обосновалась на 20 месте на 8 неделе подряд в чарте Hot 100. Благодаря этому Розе стала первой кей-поп-солисткой, две песни которой одновременно находятся в Hot 100. Кроме того, Розе на этой неделе показывает замечательные результаты в глобальных чартах Billboard. Песня APT, которая проводит 8-ю неделю подряд на вершине как Global 200, так и Global за исключением США, теперь побила рекорд, став кей-поп-песней с наибольшим количеством недель на первом месте. Предыдущий рекорд принадлежал хиту Чонгука из BTS 7 Fit Latte, который возглавлял чарт Global 200 в течение 7 недель в прошлом году. На этой неделе 8 песен из нового альбома Розе Рози находятся как в Global 200, так и в Global за исключением США. Помимо APT, трек Toxic Till the End дебютировал на 6 месте в Global за исключением США. За ним следует Number One Girl на 21 месте, Drinks or Coffee на 89 месте, Free I Am на 98 месте, Game Boy на 106 месте, 2 Years на 108 месте и Stay a Little Longer на 125 месте. В Global 200 Toxic Till the End дебютировал на 15 месте, Number One Girl на 38 месте, Drinks or Coffee на 151 месте, Free I Am на 165 месте, Game Boy на 177 месте, 2 Years на 183, а Stay a Little Longer на 198. Тем временем Розе стала первой кей-поп-солисткой, вошедшей в топ-20 чарта Billboard Radio Songs, который измеряет еженедельные прослушивания на радиостанциях США во всех музыкальных жанрах. Трек APT поднялся на новый пик под номером 20 на 4-й неделе в чарте в дополнение к 11 месту в чарте Pop Airplay. Она также установила рекорд по самому высокому рейтингу, когда-либо достигнутому женщиной-солисткой кей-поп в Billboard Artist 100, где она заняла 4-е место на этой неделе. APT также заняла 3-е место в чарте Billboard Digital Song Sales, что означает, что это была 3-я самая продаваемая песня недели в США и 20-е место в чарте Streaming Songs. Наконец, Розе стала первой кей-поп-солисткой, вошедшей в топ-3 Billboard 200, альбом также дебютировал под номером 3, как в чарте Top Album Sales, так и в чарте Top Current Album Sales. Много рекордов и достижений, молодец Розе, голос огонь, очаровательная девушка и двигаемся дальше. Далее у нас чарт Star One Peak и давайте подробней. Кей-поп айдолы уже давно стали глобальным феноменом. Платформа Star One Peak от News One предоставляет последние новости, фотографии и видео, посвященные звездам кей-поп. В рамках этого проекта публикуются рейтинги артистов, которые за последние 2 недели привлекли наибольшее внимание. Наверное, я прочитаю вам просто топ, без описания каждого коллектива, а то и так времени у нас в эфире мало осталось. 5-е место aespa, 4-е New Jeans, 3-е ENHYPEN, 2-е BTS и 1-е место Blackpink. Итак, всех поздравляем и двигаемся дальше. И чтобы далеко не уходить от группы Blackpink, вот она, пожалуйста, у них новый рекорд, давайте подробней. Blackpink получили серебро с еще одним синглом в Великобритании. Британская ассоциация производителей фонограмм BPI объявила, что хит 2022 года Pink Venom получил официальный серебряный сертификат BRIT. Согласно правилам сертификации BPI, синглам присваивается серебряный сертификат при достижении 200 тысяч проданных копий, а альбомам при 60 тысячах проданных копий. Pink Venom становится 5-м синглом Blackpink, получившим серебряный сертификат в Великобритании после Kiss and Make Up, Kill With Love, Do 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 и How You Like That. Поздравляем девушек с этим достижением, успехов, здоровья и двигаемся дальше.
И прямо во время записи с двух ног врывается опять Розе, у нее новое достижение, давайте подробней. Розе из Blackpink продолжает творить историю на YouTube со своим глобальным хитом APT. 17 декабря примерно в 7:00 по корейскому времени музыкальное видео Розе и Бруно Марса APT превзошло 600 миллионов просмотров на YouTube. Песня была выпущена 18 октября в 13:00 по корейскому времени, а это значит, что клипу потребовалось чуть более 59 дней и 18 часов, чтобы достичь данного результата. Кроме того, клип APT установил рекорд, став самым быстрым кей-поп видео с таким достижением. Недавно APT также стал самым быстрым кей-поп клипом, достигшим 500 миллионов просмотров на YouTube, и самым быстрым женским кей-поп видео, набравшим более 400 миллионов просмотров. Поздравляем Розе и Бруно Марса, счастья, успехов, побольше новых песен и двигаемся дальше. А далее у нас лучшая корейская исполнительница по версии Billboard. Давайте подробней. Певица Айо была выбрана представителем Кореи в рамках программы Global No. 1 Artist Series от американского Billboard, еще раз подтвердив свой уникальный статус не только в Корее, но и на мировой сцене. Billboard отметили: Айо невозможно заменить, хотя есть много популярных айдолов, талантливых музыкантов, выдающихся актеров и опытных ведущих, которые добиваются успеха в своих областях. Нет никого, кто совмещал бы все эти качества, как Айо. Издание также подчеркнуло: особая любовь к Айо со стороны кей-поп фанатов и поклонников корейской музыки очевидна. Ее популярность охватывает все возрастные группы, от молодых слушателей до старшего поколения. Это подтверждается ее музыкальными достижениями и успехами в концертной деятельности. Billboard проанализировал успехи Айо в 2024 году. Айо продемонстрировала непревзойденное присутствие в музыкальных чартах. Ее трек Love Wins All возглавил топ-100 Melon всего через час после релиза, удерживая первое место в недельных чартах в течение 4 недель подряд, став лучшей песней месяца в феврале и добившись статуса Perfect All Kill чартов iChart. В рамках мирового турне Айо провела 31 концерт в 12 странах, собрав около 500 тысяч зрителей, что стало рекордом для корейской сольной исполнительницы. Она стала первой женщиной, выступившей на стадионе Seoul World Cup Stadium, а также первой исполнительницей, собравшей крупнейшие стадионы Кореи. Эти достижения сделали ее уникальной в истории корейской музыки, отметили Billboard. В интервью Billboard Айо призналась: слова «глобальная Billboard номер 1» звучат для меня непривычно, но это огромная честь и радость. Поздравляем прекрасную артистку с этим достижением. Успехов, побольше новых песен и двигаемся дальше. Twice стали первой женской кей-поп группой, которая, давайте подробней. Twice установили новый рекорд Billboard 200. 15 декабря Billboard объявили, что новый мини-альбом Twice Strategy дебютировал на 4-й строчке в чарте Top 200 Albums, который оценивает самые популярные альбомы в США. Благодаря этому Twice стали первой женской кей-поп группой, 6 разных альбомов которой попали в топ-10 Billboard 200. Они также являются первой женской кей-поп группой, попавшей в данный чарт, с 8 альбомами в общем: More and More, Eyes Wide Open, Taste of Love, Formula of Love, O plus T, Equal Love, Between One and Two, Ready to Be, With You и Strategy. Согласно данным Luminate, альбом набрал в общей сложности 88 тысяч эквивалентных альбомных единиц за неделю, которая закончилась 12 декабря. Ее уже не вернуть. Общий счет альбома состоял из 81 тысячи традиционных альбомных продаж, что сделало его вторым самым продаваемым альбомом недели в США, и 6,5 тысяч эквивалентных альбомных единиц, что соответствует 8,86 миллионов аудиостримов по запросу в неделю. Альбом собрал чуть менее 500 эквивалентных альбомных единиц за первую неделю. Поздравляем группу Twice с этим достижением, все девушки прекрасны, слева направо, сверху вниз, и двигаемся дальше. Далее у нас ENHYPEN, они установили личный рекорд в Billboard, давайте подробней. Последний альбом ENHYPEN продолжает держаться в чартах Billboard. Согласно данным за неделю, закончившуюся 14 декабря, второй студийный альбом ребят Romance Untold провел 15-ю непоследовательную неделю в чарте Billboard 200, расположившись на 63-м месте. Недавно альбом вновь вошел в чарт после выпуска репак-версии Romance Untold Daydream. Благодаря этому достижению Romance Untold стал первым альбомом ENHYPEN, который продержался 15 недель в Billboard 200. Кроме того, Romance Untold обосновался на втором месте на своей 21 неделе в чарте Billboard World Albums, а также занял 9 место в чартах Top Album Sales и Top Current Album Sales. То есть стал 9-м самым продаваемым альбомом недели в США. Наконец, на этой неделе ENHYPEN расположились на 67-м месте в Billboard Artist 100, отметив свою 65-ю неделю в данном чарте в общем. Поздравляем пацанов, вообще ребята, и двигаемся дальше. А далее у нас G-Dragon, у него первая победа, с чем давайте подробней. G-Dragon получил первый трофей на музыкальном шоу с новой песней Home Sweet Home, выпущенной совместно с Таяном и Десоном. В эпизоде Inkigai от 15 декабря кандидатами на первое место были Home Sweet Home от G-Dragon, Strategy Twice и No. 1 Girl Roze из Blackpink. В итоге победу одержал G-Dragon, набрав в сумме 5984 очка. Поздравляем GD с этим достижением и двигаемся дальше.
Jimin, Jin, AT, Stray Kids, Enhypen и многие другие — это Billboard World Albums, давайте подробней. Billboard опубликовали свой чарт World Albums за прошедшую неделю. ATs вновь возглавили чарт с Golden Hour Part 2, который уже третью неделю подряд остается на первом месте. Мини-альбом также провел третью неделю подряд в Billboard 200, заняв 62 место. Romance Untold группы Enhypen остался на втором месте на 21 неделе в чарте World Albums, а также стал первым альбомом группы, который продержался 15 недель в Billboard 200. The Star Chapter Sanctuary группы TXT снова поднялся на третье место на пятой неделе подряд в чарте World Albums, а также на 103 место на четвертой неделе в Billboard 200. Сольный альбом Jimin из BTS Muse поднялся на пятое место на 20-й неделе в World Albums, а также стал вторым альбомом кей-поп-солиста, который провел 20 недель в чарте Billboard 200. Альбом Stray Kids 8 поднялся на шестое место на 20-й неделе в чарте World Albums, мини-альбом также вернулся в Billboard 200, отметив свою 15-ю непоследовательную неделю в чарте. Первый сольный альбом Джина из BTS Happy занял седьмое место на третьей неделе в чарте World Albums, а также обосновался на 160-м месте на третьей неделе в Billboard 200. Spill the Fields группы Seventeen сохранил свою позицию на 8-м месте на 7-й неделе в чарте World Albums, а I'll Like You группы iLead поднялся на 9-м месте на 4-й неделе. Whiplash группы aespa поднялся на 11 место на 7-й неделе в чарте, за ним следует Proof группы BTS на 13-м месте на своей 130-й неделе, Crazy группы Le Sserafim расположился на 14-м месте на 13-й неделе в чарте, а Get Up New Jeans вернулся в чарт на 15-м месте 69-й неделе. В общем, всех поздравляем, успехов, счастья и здоровья. Двигаемся дальше. Далее у нас чарт Инстис, пройдемся с 10-го места, да что ж ты кресло на месте не можешь стоять, с 10-го места до 1-го и погнали. Если что, это у нас статистика с 9 по 15 декабря. 10 место aespa Supernova, 9 Rosé Toxic Till the End, 8 aespa Up Solo Karina, 7 QWER My Name is Malguem, 6 Day6 Happy, 5 Hwam Karam I'm Firefly, 4 G-Dragon Power, 3 aespa Whiplash, 2 Rosé Bruno Mars APT, 1 G-Dragon, Taeyeon и Deson Home Sweet Home. Всех поздравляем, успехов, счастья, здоровья и двигаемся дальше. Далее у нас рейтинг репутации участниц женских групп. Корейский институт бизнес-исследований торжественно, насколько это возможно, представляет, и список тут. Сейчас озвучу с 30-го места. 30 место Мими из Oh My Girl, 29 Минджу из iLead, 28 Лиз из IVE, 27 Мина из Twice, 26 Джо из Red Velvet, 25 Дживон из Signature, 24 Чоньон из Twice, 23 Венди из Red Velvet, 22 Нати из Kiss of Life, 21 Синхи из Oh My Girl, 20 Ким Чивон из Le Sserafim, 19 Юна из ITZY, 18 Рэй из IVE, 17 Гаиль из IVE, 16 Сырги из Red Velvet, 15 Айрин из Red Velvet, 14 Соль Юн из NMIXX, 13 Найон из Twice, 12 Хваса из Mamamoo, 11 Джису из Blackpink, 10 Нин Нин из aespa, 9 Жизель из aespa, 8 Лиса из Blackpink, 7 Ан Юджин из IVE, 6 Тэйон из Girl Generation, 5 Winter из aespa, 4 Дженни из Blackpink, 3 Чан Вонён из IVE, 2 Карина из aespa. Кстати, вся группа aespa вошла, получается, в топ. И первое место Rosé из Blackpink. Неудивительно, учитывая ее достижения в последнее время. Всех поздравляем, счастья, здоровья и двигаемся дальше. Далее у нас Circle Chart с 1 по 7 декабря, и давайте сразу к сути. Чарт альбомов за неделю. 5 место TWS Last Bell, Leonid Tuas читаются, 4 Twice Strategy Nemo Version, 3 Gravity Find the Orbit, 2 Rosé из Blackpink Rosie, 1 Twice Strategy. Цифровой чарт за неделю. 5 место Хван Карам I'm Firefly, 4 G-Dragon из Big Bang Power, 3 aespa Whiplash, 2 Rosé из Blackpink APT Feat Bruno Mars, 1 G-Dragon Feat Taeyeon и Deson из Big Bang Home Sweet Home. Стриминговый чарт за неделю. 5 Карина из aespa Up, 4 G-Dragon из Big Bang Power, 3 aespa Whiplash, 2 G-Dragon Taeyeon и Deson из Big Bang Home Sweet Home, 1 Rosé из Blackpink APT Feat Bruno Mars. Чарт загрузок за неделю. 5 Rosé из Blackpink Toxic Till the End, 4 Хван Карам I'm Firefly, 3 V из BTS Feat Bing Crosby White Christmas, 2 Gravity Now or Never, 1 G-Dragon Feat Taeyeon и Deson из Big Bang Home Sweet Home. И, ну да, я так прочитал интенционно, как будто там еще нулевой будет. Далее глобальный кей-поп чарт за неделю. 5 место Jimin из BTS Who, 4 Rosé из Blackpink Number One Girl, 3 aespa Whiplash, 2 G-Dragon Taeyeon Deson Home Sweet Home, 1 Rosé из Blackpink APT Feat Bruno Mars. Социальный чарт. 5 место New Jeans, 4 BTS, 3 Baby Monster, 2 50-50, 1 Blackpink. Всех поздравляем, успехов, счастья, здоровья и двигаемся дальше. BTS завоевывают мировые чарты, Jimin, RM и Jin этому подтверждение, давайте подробней. Соло-треки участников BTS получили высокие оценки и вошли в списки лучших песен и альбомов года по версии зарубежных музыкальных изданий.
Американское издание Consequence опубликовало 2024 K-Pop Yearbook 17 декабря. Второй сольный альбом Чимина Мью занял почетное место благодаря заглавному треку Who, который был отмечен как самый значимый трек. Издание подчеркнуло влияние Чимина на индустрию, цитата. «Перечислить все достижения Чимина – задача на целый день». В статье также указано, что песня стала самой прослушиваемой среди кей-поп-исполнителей на Spotify в этом году. Who установил новый рекорд, продержавшись в американском чарте Billboard Hot 100 целых 20 недель. Дольше всех среди корейских исполнителей за последние 10 лет. Два трека из второго сольного альбома RM Right Place Wrong Person, Домодачи с участием Little Sims и Never Play с участием Megan Thee Stallion и RM вошли в список 200 лучших песен 2024 года от Consequence, заняв 82 и 115 места соответственно. Издание похвалило коллаборацию с Little Sims. Слова Sims и RM лучше не бывает, полностью оправданы. Про Never Play написано: Megan Thee Stallion и RM продемонстрировали свой профессионализм, погружаясь в трек с абсолютной естественностью. Трек RM Come Back To Me попал в список лучшие песни 2024 года от американского издания Approx. Критики отметили: это впечатляющая и многослойная композиция, которая полностью оправдывает 6-минутное звучание. Британский журнал Dazed включил трек RM Growing в список 50 лучших кей-поп треков 2024 года. Издание подчеркнуло глубокий смысл клипа. Видео показывает, насколько легко искажается образ знаменитости. RM честно заявляет: «Я представляю только себя». Альбом RM Right Place Wrong Person ранее был признан одним из лучших альбомов года такими изданиями, как Billboard, Rolling Stone и NME. Это еще раз подтвердило выдающийся музыкальный талант RM и его вклад в индустрию. Дебютный сольный альбом Джина Happy также был отмечен критиками. Трек Another Level вошел в список 50 лучших кей-поп треков 2024 года по версии Dazed. Издание отметило вокал Джина. Его голос сочетает в себе нежность и силу. Обычно он приносит людям свет и утешение, но в этой песне он излучает мощную энергию. Кроме того, Happy вошел в список 25 лучших кей-поп альбомов 2024 года по версии Billboard. Ну что, вот такие достижения, всех артистов поздравляем. И хорошей службы тем, кто в армии, и скорейшего возвращения. А Джину, который не в армии из данного списка, побольше сил, шоу предстоит еще очень много. Двигаемся дальше. Далее у нас групповое достижение BTS, это клип «Давайте подробней». BTS достигли отметки в 200 миллионов просмотров с очередным музыкальным видео. По данным Big Hit Music, клип на Danger, заглавный трек их первого полноформатного альбома, превысил 200 миллионов просмотров на YouTube по состоянию на 17:08 14 декабря. Эта цифра отражает просмотры только с канала OneTech. В сочетании с просмотрами с канала Hype Labels общее количество превышает 300 миллионов. Группа выпустила музыкальный клип на Danger 19 августа 2014 года в полночь по корейскому времени. То есть, чтобы достичь этой отметки, потребовалось около 10 лет, 3 месяцев и 24 дней. Danger — это 32-й официальный групповой клип BTS, достигший этой отметки после, и там огромный список из 32 клипов. В общем, поздравляем участников BTS с этим достижением, успехов и двигаемся дальше. Какой же участник BTS исполнит ост к дораме? Если вы видели заголовок новости, то уже догадались, но сохраним интригу и давайте подробнее. Джин из BTS продолжает активно работать. По словам нескольких инсайдеров, Джин недавно исполнил саундтрек для новой дорамы TVN «Спроси у звезд». Для Джина это уже второй случай участия в записи саундтрека к сериалу. Ранее он записывал песню Yours для сериала Chiri-san и занял первое место в чартах iTunes Top Songs в 90 странах, включая США, что доказало его глобальную популярность. Ожидается, что новая песня также вызовет горячий отклик у слушателей. После демобилизации Джин демонстрирует активность на всех фронтах, мягко говоря. 15 ноября он выпустил свой первый сольный мини-альбом Happy, который занял 53 место в главном чарте Billboard Hot 100 и 4 место в основном чарте Billboard 200. С этим альбомом Джин также занял второе место в чарте Billboard Artist 100. Более того, он достиг новых карьерных высот, установив рекорд по продажам альбомов за первую неделю, реализовав 900 тысяч экземпляров. Помимо музыкальной деятельности, Джин раскрыл свои скрытые таланты в развлекательных шоу. Он стал гостем таких программ, как Half Star Hotel and Lost Island, The K-Star Next Door, Handsome Guys on Sunday, а также стал участником Keanu's Bizarre B&B. Теперь Джин взялся и за саундтрек, что вызвало у фанатов еще больше радости. Дорама «Спроси у звезд» расскажет историю жизни на орбите. В центре сюжета Ева Ким, работающая на космической станции в условиях невесомости, и неожиданный гость Гон Рён, выполняющий секретную миссию. Проект объединил известных создателей: Со Джа Хёна, «Таинственный лес», «Муж на 100 дней», «Комната Инджу», режиссера Пак Шин У, «Глаза ангела», «Воплощение ревности», «Бойфренд», а также сценариста Со Сук Хян, «Паста Вок любви». Кроме того, в дораме снялись такие известные актеры, как Ли Мин Хо, Гон Хё Джин, О Чон Се, Хан Джи Ин, Ким Джу Хон и Ли Эль, что делает ее одной из самых ожидаемых премьер первой половины 2025 года. Премьера состоится 4 января. Ну что ж, если верить инсайдерам, ждать осталось недолго до нового трека. И всего хорошего артисту, двигаемся дальше.
А далее у нас Джин из BTS снова, но в этот раз он элегантный амбассадор. Какого бренда, давайте подробней. Глобальный амбассадор бренда Фред, Джин из BTS, приглашает вас в солнечную Фредляндию, страну, где чудеса фестиваля радости проявляются в великолепных культовых украшениях дома моды в любое время дня и года. Это также место полной радости от чудесных моментов, которые навсегда останутся в вашей памяти. Фред, зашлите мне что-нибудь, я опять читаю рекламу. Не новость, а рекламная интеграция. В этом году Джин и Фред празднуют радость быть вместе, надевая украшения из коллекции Force 10 и Pain de Succès. Неси, Франсуая, извините. Уникальную работу, отражающую индивидуальность дома моды и создающую атмосферу радости и праздника солнечной Фредландии. Отправляйтесь в волшебную вселенную солнечного Это опять как будто рекламу зачитываю. Солнечного Фредланда вместе с участником BTS, чтобы начать праздновать сезон любви, делиться счастьем и наполнять каждое мгновение незабываемыми воспоминаниями и теплом. И вот фотографии, пожалуйста, какой очаровательный песик. Так спокойно сидит на руках. Будем надеяться, что ему было комфортно. Ну и опять же, Джин в костюме, официально деловой, бабочка, все дела. Что сказать, больше коллабораций и амбассадорства, больше денег и новых песен, так что все хорошо, двигаемся дальше. Джей Хоуп у нас появлялся в последних выпусках, но косвенно чаще его сестра или истории, связанные с ним, а вот теперь сам воплоти артист, давайте подробней. Джей Хоуп из BTS делится моментами из своей повседневной жизни в декабре после увольнения из армии. 17 декабря по корейскому времени участник BTS Джей Хоуп обновил свою соцсеть постом под названием «Декабрь», поделившись несколькими фотографиями из своей повседневной жизни. На фотографиях Джей Хоуп предстал как в помещении, так и за его пределами. В студии он был одет в повседневную одежду, а на улице привлек внимание, надев лимитированную модель роскошных часов стоимостью примерно 210 тысяч долларов США, которые существуют всего в количестве 250 экземпляров. Джей Хоуп был уволен из армии 17 октября из учебного центра новобранцев Пэкхо 36-й пехотной дивизии в Вонджу, провинция Канвон, став вторым участником BTS, завершившим военную службу. После своего увольнения Джей Хоуп поделился во время прямой трансляции, цитата: «Я примерно спланировал свою будущую деятельность, но все еще дорабатываю детали. Я продолжу готовиться и скоро покажу вам Джей Хоуп из BTS, а не сержанта Чон Хо Сока». В целом вот такая вот история. Ну, конечно, часы ценой в 2 квартиры это... Опять же, кто-то сейчас скажет: «Ой, завидую молча». Да нет, как бы круто, что может такое себе позволить. Просто я, не обладая даже 2 квартирами или одной, сразу перевожу это все в понятные мне единицы измерения. Но заработал, имеет право. А еще фигурка, похожая на игру в кальмара. Здесь есть вот эта кукла. Может быть, из 2-го сезона. Кто знает. В любом случае, Джей Хоуп, всего ему хорошего и ждем новых релизов. Двигаемся дальше. Далее BTS получили золотой сертификат в Великобритании, давайте подробней. Альбом BTS Proof получил золотой статус в Великобритании. Британская ассоциация производителей фонограмм BPI объявила, что альбом антологии 2022 года Proof получил золотой сертификат BRIT. Согласно пороговым значениям сертификации BPI, альбомы получают золотой сертификат при достижении отметки в 100 тысяч проданных копий, а синглы 400 тысяч. Proof – 8-й альбом BTS, получивший золотой статус в Великобритании. После их альбомов Love Yourself Anthem, Map of the Soul Persona, Map of the Soul 7, Face Yourself, Love Yourself Tear, The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever и Love Yourself Her. Поздравляем парней с очередным достижением, всем успехов, счастья и здоровья, двигаемся дальше. А далее у нас свергатель королев зимы, если не поняли, смотрите прошлый выпуск, V из BTS, и у него тоже достижения, давайте подробней. Рождественская песня V из BTS и Бинго Кросби вошла в Billboard Hot 100. 17 декабря Billboard опубликовали последние данные за неделю, которая закончилась 21 декабря. Коллаборация V и Бинго Кросби White Christmas дебютировала на 93-м месте в чарте Hot 100. Это 6-е попадание V в чарт Hot 100 в качестве солиста. Ранее в чарт попадали его треки Christmas Tree, который достиг пика на 79-м месте, Love Me Again 96-е место, Slow Dancing 51-е, Friends 65-е и Winter Ahead 99-е. Кроме того, он стал единственным кей-поп исполнителем, вошедшим в Hot 100 с 3 разными песнями в 2024 году. Песня White Christmas дебютировала на 1-м месте в чарте Digital Song Sales, став самой продаваемой песней недели в США, а также на 1-м месте в Holiday Song Sales и на 65-м месте в Holiday 100. Что касается глобальных чартов, White Christmas вошла в Global за исключением США на 43-м месте и в Global 200 на 72-м месте, в то время как Winter Ahead сохранила прочные позиции на 56-м месте в Global за исключением США и на 103-м месте в Global 200 на второй неделе в обоих чартах. White Christmas – новая версия культовой рождественской песни 42 года с вокалом V и покойного певца Бинго Кросби. Это сотрудничество оставило глубокое впечатление у слушателей по всему миру. Что сказать, поздравляем артистов и Бинго Кросби покойного и V из BTS с этими достижениями. Последнему, конечно же, хорошей службы и
чтобы мышцы продолжали расти, мышцы это хорошо. Такой у нас сегодня был выпуск, видите, даже праздничная шапочка была на голове, думал снять, потом такой, ладно, оставлю. Предупреждаю, что это может быть не конец, возможно, сцена после титров, возможно, не будет, кто знает. Пользуясь случаем, как обычно, спасибо всем и каждому, кто подписывается, ставит лайки, жмет колокольчики, пишет комментарии, делится видео, подписывается на Телеграм. Бустерам, конечно, низкий поклон. Я могу даже этим помпоном покрутить немного. Вот. Благодаря вам все это выходит. В тяжелые нынешние времена, которые становятся тяжелее с каждым днем. Скоро уже неподъемным будет, но поднимем. И, как обычно, с вами был Максим. Я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока. А теперь больше вопросов касаемо стрима. Вот мне теперь самому нужно понять, когда я хочу провести с вами стрим. Конечно же, каждый день проводил их. Думаю, это будет 26 декабря после новостного выпуска. Думаю, так и договоримся с вами. Вот, идеальный вариант на мой личный взгляд. Кроме того, песня у меня сейчас на руках, вокальная дорожка уже, хоть и с больным голосом, но более-менее звучит, но я еще попробую завтра перезаписать. Может, получится получше, скорее всего, да. Хотя разговаривающая работа, опять же, не способствует тому, чтобы голос быстро восстанавливался. Что еще? Ну и, не знаю, возможно, я единственный раз за год возьму себе выходной, и возможно, я не гарантирую, но, может быть, в четверг 2 января новостей не будет. Кого я обманываю? Скорее всего, 1 утром я в 7 утра, как обычно, встану и буду записывать новости. Просто, может быть, выпуск будет очень маленький. К тому же, имеет ли смысл выпускать его, когда все будут праздновать, тоже вопрос открытый, может быть, не стоит. По ситуации гляну по ситуации. Ну а сейчас, да, либо сцена после титров, либо спасибо, что вы досмотрели до этого момента, вы классные. Сцена после титров состоится. А далее у нас Чимин, у него рекорд на Spotify, и давайте подробней. Сольный трек Чимина из BTS Who, который является заглавной песней его второго альбома Muse, недавно превысил отметку в 1,2 миллиарда стримов на Spotify. Who набрал это количество прослушиваний всего за 151 день, установив рекорд по скорости достижения этого результата среди всех кей-поп песен на платформе. Этот успех позволил Чимину также побить предыдущий рекорд среди сольных треков мужских исполнителей, установленный Гарри Стайлзом с песней As It Was, которая достигла того же результата за 155 дней. Между тем, ранее в этом месяце Чимин стал первым корейским сольным исполнителем за последние 10 лет после Psy, который преодолел 1 миллиард прослушиваний по запросу в Соединенных Штатах, продемонстрировав свое значительное влияние. Песня Who, выпущенная во время его службы в армии, также вошла в список Global Top K-Pop Songs of the Year по версии Spotify и стала самой прослушиваемой кей-поп песней 2024 года. Поздравляем артиста, хорошей службы, успехов и двигаемся дальше. А далее у нас Чонгук, который удивил фанатов тем, что вышел в прямой эфир, давайте подробней. Чонгук из BTS устроил приятный сюрприз для своих фанатов во время увольнительной из армии. Вечером 18 декабря Чонгук сделал публикацию на Weverse, написав: «Тук-тук, у вас все хорошо, вы здоровы? Не болейте и не забывайте кушать, я скучаю по вам». Затем участник BTS неожиданно начал прямую трансляцию, приятно удивив своих фанатов. Во время эфира Idol продемонстрировал окружающую обстановку и немного рассказал о своей жизни, упомянув коллегу по группе, с которым проходит службу. Чонгук признался, что они с Чимином часто поют вместе и обычно делают это, когда принимают душ. Кроме того, Чонгук уделил время, чтобы спеть караоке, реагируя на просьбы фанатов. Во время прямого эфира он исполнил хит Розе, АПТ, песню Пак Хёшина Goodbye и другие. Idol также вспомнил Big Bang, спев новый трек G-Dragon Home Sweet Home. Еще во время прямой трансляции Чонгук побил один из своих предыдущих рекордов на Weverse. Устроив неожиданный сюрприз фанатам, младший участник BTS собрал более 20 миллионов зрителей в прямом эфире, улучшив свое прежнее достижение 16,3 миллиона зрителей. В конце трансляции Чонгук исполнил песни из своего сольного альбома Golden. Словно получив рождественское чудо, многие фанаты остались тронуты возможностью увидеть любимого айдола в прямом эфире и услышать его потрясающий голос, по которому они так скучают. Конец истории. Если вы были на этой трансляции, конечно, пишите в комментариях. Артисту хорошей службы и двигаемся дальше. Или не двигаемся. У меня 3 ночи. Это конец. Какого давайте подробней.